Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый прем-танк 8 уровня, мой любимчик из 3 СМЗ, или как его еще называют, с мамкиной зарплаты, да. Это все тот же наш любимый ИС-3, только у нас еще барабан с системой дозарядки снарядов. Интереснейшая машина. Вот, и сегодня у нас полноценный гайд и обзор по этой тачке. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, пробей лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы передаем слово Петровичу. Итак, коллижн модель нашего ИСа-3 с мамкиной зарплаты. У нас щучий нос, корпус. НЛД 209, 202 вверху, ну в целом 200 с небольшим. ВЛД 238, у здесь к краям 204, 210, щеки 218. Здесь все аналогично. К центру побольше, щеки поменьше. Люк мехвода у нас рикошетный. Башня у нас сферическая. Совок. Маска орудия 295, 400 есть, 500 снизу, 500 сверху. Маска очень знатная. Самые ослабленные зоны вот здесь. 400, 333, 346, щеки 276, вот эти вот места, получается даже еще и слабее у него. 276, и то внизу, вверху уже 337, 300, ну короче тут все больше 300. Верхняя планка у нас 20 миллиметров, естественно, по правилу 3 калибров пробивается от 60 миллиметров, то есть сюда даже какие-то машины могут закидывать фугасами. Ослабленная зона нашего, так сказать, лысого, да. У нас вверху гнутый борт на гусеничной полке, вот, 90 миллиметров, вверху у нас доходит, прошу прощения, до 204. Естественно, хорошо, как и обычный ИС-3, танкует от борта, но подставляете щеку. И здесь у нас в такой проекции 190 с небольшим. Это надо помнить, когда против вас играет этот танк. Касаемо орудия. Пушка у нас 8 левела, пушка интересная, 122 миллиметра. Вот, 390 альфа, 530 на фугасе, пробитие на основном снаряде 221, и это подкол, голда у нас кумулятивный снаряд 270, пробитие на фугасе 61. У нас барабан на 3 снаряда, время перезарядки между выстрелами 3 секунды, время дозарядки первого 12 секунд, второго 15, последнего 18, 0,46 у нас разброс, точность, время сведения 3 секунды. Барабан это всегда удобно, а это еще и ИС-3. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляцию, вторым слотом берем, ну, либо на мобильность, соответственно, здесь можно взять, да, либо на огневую мощь. Если будете катать с турбиной, берите на мобильность. Если будете катать без турбины, естественно, огневую мощь. По оборудованию. Обязательно ставьте на танк закалку и стаб. Сюда нельзя поставить досу, у нас барабан, поэтому я поставил вентилятор, хотя можно и поставить было турбину, чтобы он побыстрее ездил, но в этот обзор я хочу покатать с вентилятором. По снарядам. Основной снаряд у нас подкалибр, как я уже говорил. Скорость полета на тяжелом танке на этом, да, 1400 метров в секунду. Вы себе представляете? Скорость полета нашей голды кумулятивной 820 метров в секунду. Фугасы летят 790. Ну, блин, основной в 1400, это, конечно, имба. По снаряжению ставим ремку, аптечку, автоматический огнетушитель. У нас 3 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой. Теперь по плюсам и минусам в целом по машине. Ребята, у нас барабан ИС-3. Это круто. Почему? Потому что броня от ИСа-3 играть от борта, имея еще и барабан, это, конечно, огонь. У нас приятная альфа. Да, у нас нет УВН минус 5, и это прискорбно. Но у нас более-менее комфортное время сведения. Для танка ближнего боя, танка прорыва, у нас достаточно нормальный разброс. Вот. Но без таба играть, конечно, на этой пушке не стоит. Не стоит. Очень быстрая скорость полета основного снаряда, и это круто. По ХП у нас все хорошо. Как для 8 уровня 1760, это круто.
По мобильности 40 вперед, 15 назад. Менее 11 лошадей на тонну удельной мощности. И как раз вот ИС-3 как-то вот достаточно вяло все равно набирает свою максималку. И тем более, что ограничена она всего лишь 40. Поэтому говорю, что иногда можно катать с турбачом. Будет танк ехать и набирать максималку повеселее. По обзору у нас, ну, в принципе, стандартный обзор. Конечно, он слеповат, советский тяжелый танк, поэтому менее 400 метров. Еще раз, наши сильные стороны, это, конечно, танк для городских битв, потому что УВН нету, крепкий борт и барабан. Барабан ИС-3 играется намного веселее, нежели обычный ИС-3. Отправляемся в бой, смотрим, на что, собственно, эта машина способна. Так, господа, обзор боем у нас ИС-3 с МЗ. Советский тяжелый, прям танк 8 левела, с мамкиной зарплатой, механизм до заряжания пушечки. Необычный ИС-3, правильно? Правильно. Мне вот на этом танке реально не хватает подвижности, очень не хватает. Хочется с барабаном ездить быстрее, но не получается. Да. Мало танков туда пошло. Все на этот фланг надо перекраиваться. Как бы не засветиться и не поехать в ангар теперь. Надо помогать на фланге. Вот потеря времени, занятие позиции. А у них уже вот все вперед. Огнемет давит, едет. И стрит получает знатно. Отвали, огнеметчик хренов. Все, поиграл на 703-м.
Готов. Готов. Так, 1,5 худаль. Но у нас на том фланге все хреново, честно говоря. Оп. Попали с вертухи. Попали. Но давить здесь уже нельзя. Смысла нет, надо ехать базу дефить. У нас прорыв. Так, ребят, 2 удали. Потихонечку, не спеша так. Лениво, перекатившись на другой фланг. Побили тут всех по чуть-чуть. 2 фрага сделали. Не, барабан это всегда удобно. Барабан это всегда удобно. Так, ты чего? Не бойся. Все умрем когда-нибудь. Вы представляете, что произошло? Просто в 1 секунду умерли все. Так, ну что, нам бы еще барабан пристроить и можно в ангар. Счет, представляете, какой? 6-12. Так, он ко мне едет? Как он себя чувствует? Ух, сразу сколько. Убьет, гад. Дали тычку. Ну все, это ангар. Уже просто я один остался. Ну, ребята, суммы получилось как раз 3К. Но это просто гиперсливной бой. 15-6 мы закончили. 2600 мы успели дать. 369 насветили. И суммы как раз получилось 3К. Комфортная ли эта машина из3 с МЗ? Супер комфортная. Это тот же самый любимый многими из3. Только у нас еще барабан, да, с дозарядкой. Это очень удобно. Заняли мы почетное 2-е место. Вы представляете, сколько наши настреляли. Но это смешно. До 1000, больше полкоманды. Все остальные поехали в ангар. Да. Да. Так что, ребята, машина годная. Покупать в прем-магазине как за деньги, так и за голду я рекомендую. По 5-бальной системе 4 с плюсом она заслуживает, уверенно. Но мне, как всегда, не хватает, конечно же, подвижности. Это вот для меня боль. Ну, плюс у военных хотелось бы, ну, мы все с вами понимаем, это советский танк, и это невозможно. Пацаны, у кого есть ИС-3 с МЗ в ангаре, пишите свои комментарии, как вам нравится танк или нет. Вот. Получается на нем фармить, вообще много настреливать. Жмите лайк под видео, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.